Изолента Лайф. В гостях у нас Юлия Андреева. Правильно же, Юля? Да, все верно, это я. Вот, юрист. Юля, мы хотели с вами, как с юристом, обсудить насущные проблемы. У нас много изменений в законодательство поступает. Каждый день. Да, и мы, как законопослушные граждане, естественно, обеспокоены. Что теперь можно, а чего нельзя? Ну вот, например, да, вот компания Мета судом признана, если вы меня поправьте, пожалуйста, может быть, я неправильно скажу, признана экстремистской. Все верно. Экстремистской организацией. Экстремистскими организациями признаны также Facebook и Instagram. Ну, смотри, это продукты компании Мета, да, то есть Мета – это организация непосредственно, которая признана экстремистской, а соцсети, не считая мессенджера WhatsApp, также признаны экстремистскими. И был введен запрет, который подлежит немедленному исполнению об использовании, да, как бы соцсетей, действий как бы соцсетей на территории Российской Федерации. В остальной части, то есть именно в части признания организации экстремистской, решение еще может быть обжаловано в течение месяца, срок на апелляцию предоставлен организации. Ну, по истечении этого срока мы уже как бы поймем, что решение вступило в полном объеме в законную силу. А сейчас оно вступило не в полном объеме, что ли? Нет, только в той части, что соцсети не могут действовать на территории Российской Федерации. То есть сейчас размещение фотографий своих или чужих, или любых других, и их просмотр никакой ответственности не несут для граждан России? Они не будут нести и потом, после вступления решения в законную силу. То есть именно размещение обычного контента, который как бы мы размещаем. Об этом сказал прокурор как бы в ходе судебного процесса, то, что они специально не выходят с отдельным требованием об этом. Да? То есть они не будут привлекать к ответственности за продолжение ведения соцсетей. Кроме того, юрлица могут вести свои аккаунты, также продолжать в компании. Но есть ряд ограничений, которые как бы, ну, не непосредственно из решения вытекают, а уже из той практики, которая существует. И если как бы проанализировать в принципе законодательство, за что есть риски привлечения к ответственности? Риски привлечения к ответственности есть, естественно, за финансирование той площадки, на которой вы размещаетесь, у которой вы покупаете рекламу. Если вы непосредственно в Мету, да, в Инстаграм будете вливать денежные средства и пользоваться рекламным кабинетом, то, как бизнес-аккаунт, да, например, ну, так же, как и блогеры, то вы, соответственно, можете быть привлечены к ответственности за финансирование экстремистской организации. Напрямую пока что этого никто не говорил, но понятно, что юристы, предотвращая риски, говорят об этом. Если же покупается реклама у блогера, ну, как бы условно договор и финансирование этой рекламы, оно проходит вне площадки Мета, то это может продолжать действовать, поэтому блогерам там бояться нечего, да. Но это мы сейчас, опять же, я говорю это, исходя из той картинки, которая есть на сегодняшний день. Ну да. Мы все прекрасно понимаем, что правоприменительная практика, она складывается зачастую не так, как ее видят все, и юристы в том числе, поэтому мы увидим там дальнейшее развитие событий. Но сейчас мы видим вот так. Еще там было одно... Скажи, пожалуйста. Пожалуйста. Не, говори. Еще там было одно сообщение, оно информационное, я не знаю, может быть, это тоже требование суда, о том, что средства массовой информации не имеют права публиковать их логотипы. Да, это действительно так, тоже указание на логотип. Опять же, прямо нигде не написано, как это обходить, но по аналогии, да, с предыдущими ситуациями признания организаций экстремистскими, мы понимаем, что это необходимо, если нет другого варианта, кроме как показать логотип этой соцсети, то необходимо указать звездочку и написать о том, что компания Мета, которая является разработчиком там, продукта Instagram, например, была признана экстремистской решением суда, да, или на территории Российской Федерации. Потому что здесь тоже много вопросов встает, которые нам задаются как юристам, да, условно, ну, от клиентов, там, от знакомых, что, а если я делаю скриншот, да, например, страницы и хочу этим поделиться, тоже как бы вопрос. Другое дело, что у кого-то там курсы были записаны заранее, и необходимо делать, да, там отсылки как бы на эту соцсеть, то есть тоже необходимо делать обязательно. То есть, ну, зачем себя подвергать лишнему риску, не указывая эту историю, даже если нету таких разъяснений. Лучше указать звездочкой отсылку на то, что организация была признана экстремистской. Угу. Сейчас мы войдем немножко в серую зону, я не знаю, может быть не серую, может быть четкую. Я просто попробую несколько конкретных примеров привести, важных. Ну вот, если, например, я цветочный магазин, и у меня на вывеске в этом цветочном магазине висят значочки, как это принято бывает, там, Инстаграма, Фейсбука и прочих, там, Твиттера, еще чего-то,
ищите нас там-то, ну или где-то. Такое можно делать? Или надо... Нет, слушай, такое делать уже точно нельзя. Я бы это советовала отредактировать, убрать, потому что, уже все начали это делать буквально в тот же час, когда огласили решение, удалять со своих сайтов отсылку на Инстаграм, на значок. Если это на других материалах, не знаю, там на визитке, например. Слушай, это надо просто убирать, от рисков, да. То есть понятно. Если у меня, например, какой-то частный, не знаю, я делаю елочные игрушки, например, и продавал их на Инстаграме, и у меня там есть образцы моих работ с ценами и так далее. Вот с этим что делать? Можно оставлять или лучше тоже это все закрывать и переходить в другие соцсети? Можно оставлять. Ты просто рекламу на свою страницу в Инстаграме нигде не можешь делать. Ты не можешь давать ссылку, да, на эту соцсеть, ты не можешь делать... Но на собственной странице ты же можешь это делать? В том же Инстаграме? В том же Инстаграме, да, ты можешь... А в другой соцсети нельзя? Не то, что в соцсети, вообще в интернет-пространстве. То есть ты не должен ассоциироваться с переходом по ссылке... Окей. Если я, например, в эфире сейчас говорю условно, да, не знаю, мои лучшие работы, подсвечники, которые я делаю сам, вы можете купить на моей страничке в одной из этих соцсетей. Этого делать не надо. Нет, этого делать не надо. Еще тоже вопрос про репосты, да, например. То есть у нас, в принципе, контент признается экстремистским не тогда, когда организация, да, в которой они размещены, признается экстремистским, а когда именно этот контент признается экстремистским. Но пока что нет ответа на вопрос, что будет с репостами, с конкретным контентом, который содержался, да, в Инстаграме. Потому что, по сути, например, я там сделала репост какого-нибудь поста, в котором содержалась информация, которую впоследствии признают экстремистской. Будут ли меня привлекать за это к ответственности или нет? Ответа нету на это, потому что формально у нас будет запрещено использование Инстаграма на территории Российской Федерации, действие Инстаграма. Как я могу быть привлечена к ответственности, да, например, за репост какой-то информации, которая даже была признана экстремистской, поскольку там закон не имеет обратной силы? Вопрос встает потом с лайками. Что будут, потому что была практика ВКонтакте, да, например, когда людей привлекали за то, что они лайкали экстремистский контент. Соответственно, здесь тоже пока что ответа нет на этот вопрос. Про акции, меты тоже еще не урегулированы и нету финального решения. То есть понятно, что покупать сейчас акции меты ни в коем случае нельзя, просто потому что это сразу финансирование, напрямую. А получение денег в виде дивидендов по акциям меты, если они были куплены ранее, правильно ли это, не будет ли это подпадать под действие какого-либо состава, тоже нет вопроса. И еще момент, что по-хорошему сейчас, возможно, как мы предполагаем, скорее всего, будет принят какой-то закон, либо подзаконный акт, который позволит брокерам начать продавать просто полным пакетом эти акции, чтобы каждый из владельцев акций напрямую не занимался этим вопросом, а им, соответственно, возмещать по тому курсу, который будет в день продажи. Понятно. Все, в общем, довольно непросто. Еще один вопрос прикладного тоже характера. Вот, например, предположим, я средство массовой информации какое-нибудь там англоязычное, находящееся в России. Неважно там, да. И я, в принципе, использую вот эти соцсети не для общения в России, а для, рекламы где-нибудь за рубежом. Туда. Вот для нас это было актуально, допустим, вот у нас есть, например, государственные СМИ, которые выходят на иностранных языках, имеют ли они право оставлять свою страницу в Фейсбуке, например, на вьетнамском языке, к примеру. Понятно, что в России ее не читают, она направлена на вьетнамцев, которые в Вьетнаме, где он не считается экстремистской организацией. Понимаю, что это, наверное, может быть неоднозначный вопрос, но, на мой взгляд, он довольно интересный. Такое может быть. Или, вот еще, если ты российская компания с филиалом во Вьетнаме, и ты во Вьетнаме используешь Facebook для привлечения вьетнамских клиентов. Слушай, там надо на самом деле по такому вопросу посмотреть, во-первых, распространение этого решения, то есть подумать над тем, на кого будет распространяться, кого будет охватывать. Если это решение будет охватывать российское юрлицо, включая филиал, по-хорошему, филиал это та же компания, на нее может распространяться действие, то тогда на территории Российской Федерации их могут привлечь. Но другое дело, что
кто будет охватываться этой аудиторией. Ну, в общем, это, знаешь, вопрос на то, чтобы подумать. Потому что, Интересный вопрос, потому что, например, американцы в таких случаях, ну, в таких, не в таких, они распространяют подобные санкции, неважно, ты американская компания по всему миру, где бы ты там не был, ты по них подпадаешь, ни с кем иранским ты там работать не можешь, условно. Вот. Тут, допустим, ты филиал, ну, предположим, у нас же есть филиалы в разных странах, не знаю, там в Африке где-нибудь, очень крупных корпораций, вот, которые наверняка себя каким-то образом, ну, либо продвигают, либо... Потому что там другой соцсети просто нет, например. Да. Угу. Вот интересно, что им делать в этой ситуации. Я не буду сейчас придумывать примеры, чтобы никого не подставить. Вот. Но можно предположить, что это может быть, допустим, крупная корпорация, которая занимается строительством большого государственного инфраструктурного объекта в какой-нибудь там вот стране, и ей необходимо просто общаться через эту соцсеть с местными жителями, которые пытаются обвинить их в, там, ну не знаю, там, нанесении вреда окружающей среде, а другого канала коммуникации у них нет. Вот есть у них там группа «Остановить там стройку ГЭС». Это вот враждебно. Вот это, мне кажется, любопытный вопрос. Что им делать-то? Слушай, ну я думаю, что они могут не использовать значок Инстаграма, да, у себя там на страницах, например, на сайтах, не давать на него отсылку, но... Нет, ну если они имеют в виду рекламу какую-то размещают, там платное продвижение себя... Платное продвижение – это проблема, да, с платным продвижением нельзя эксплуатировать, да, в любом случае. Не просто размещают там пресс-релизы, а вот они там как-то более активны. Окей, Трофим. Есть еще вопрос, понимаешь, где... Значит, наши зрители задают очень важный и сложный вопрос. Никита задает вопрос, сразу оговариваюсь, спрашиваю для друга, то есть не для себя. А работать в Мета можно или теперь нужно увольняться? У нас большое количество программистов. Кстати, вопрос серьезный. У нас большое количество программистов в Мете. Да, работают из России на компании, например, концерна или как он там, холдинга Мета. И не только. Соответственно, что им теперь делать-то? Слушай, да, вы говорили еще до принятия решения о том, что все сотрудники, которые работают на Мета, они могут также привлекаться к ответственности, поэтому нельзя работать на Мету, да, нужно увольняться. Прикольно. Интересно. Вот это серьезно. Здесь, серьезный разговор, я понимаю, что очень сложно принять этот факт, ну, условно ответить на этот вопрос так, как ты понимаешь, что на него будет ответ. Ну, потому что понятно, что ты работаешь в экстремистской организации. Но если есть нюанс, что на территории России она признана экстремистской, она, значит, во всем мире экстремистская, правильно? Ну, для нас она признана, да, для всего мира, да, естественно. И где бы ты на нее не работал, ты гражданин Российской Федерации, ты работаешь на экстремистскую организацию. Ну, тут сейчас, кстати, люди встанут перед очень серьезной дилеммой. На самом деле, я читаю, мне пишут письма, когда постоянно задают эти вопросы, что наша страна будет делать для того, чтобы сохранить топовых программистов, которые из России работают на западные компании. Это полвопроса. А вторая половина вопроса, вот то, что сейчас Юля сказала. Теперь, если еще и это противозаконно работать на эти компании, то есть большой риск, что люди в выборе между поиском работы и отъездом, особенно под определенной гарантией, могут выбрать и отъезд. Надо с этим что-то срочно думать, делать, потому что это серьезный вопрос. Ну, это не единственная сфера, да, в которой будут сейчас проблемы явно. Конечно. Да, поэтому... А скажи, пожалуйста, вот добавляя к этому вопросу, вот еще, ведь компанию Мета с некоторых пор еще и обслуживало достаточно большое количество российских компаний, когда наше государство сказало, что они обязаны находиться в России для того, чтобы осуществлять здесь деятельность, открыть офис и прочее. Тут же и юристы, и бухгалтерские компании наверняка, и прочее. Они теперь имеют какое-то право сотрудничать с этим совсем? Ну, нет, конечно. Они же не платят им, они получают от них. Не могут. Получают обратно. Деньги, да. Но это так же понимаешь, как вопрос с получением дивидендов по акциям. Абсолютно такая же история. То есть ты получаешь деньги от экстремистской организации. Ну, понятно, что... Ага. Да, то есть это, понимаешь, это может быть как легализация денежных средств, полученных преступным путем, да, как вариант. То есть, условно, если компания зарабатывает деньги через рекламу, например, да, компания, которую мы считаем экстремистской, она зарабатывает деньги через рекламу на своей площадке. Или там иным образом. И эти деньги она платит юристам, бухгалтерам, да, там кому-то еще, сотрудникам. Ну, фактически это как легализация, можно подвести под легализацию. Ну что ж, понятно. Да.
Хорошо, еще одна тема, Юлия, я не знаю, насколько вы в ней хорошо разбираетесь, это вот новые законы, которые были приняты по поводу публикации фейков о деятельности российских вооруженных сил. Вот сейчас в Думе еще один законопроект есть аналогичный этому по поводу публикации этой самой недостоверной информации о деятельности российских госорганов за рубежом. Не очень понятно, что имеется в виду конкретно, наверное, деятельность МИДа, может быть, или еще что-то. Я просто не думал об этом. Вот здесь какие есть, не знаю, сложности, юридические тонкости, нюансы и так далее? Как определяется фейк, кто его определяет? Может быть, есть что сказать с юридической точки зрения? Ну, желательно, конечно, в практической плоскости для людей, чтобы они не попали под, собственно, действие этих довольно жестких норм. Репосты, лайки и так далее, и так далее. Да, сейчас будет небольшая реклама, как бы, да, у нас есть наш телеграм-канал СКВ Private, на котором, как бы, мы выкладывали аналитику. Я сама, честно, как бы сразу говорю, я не являюсь специалистом в области уголовного права, чтобы прокомментировать это настолько детально, насколько это может быть интересно. Я знаю, что как только принимали, да, как бы, этот закон о внесении изменений, то был призыв максимально почистить всю информацию, которая касалась вообще, в принципе, упоминания, да, какой-либо оценочной категории того, что происходило на Украине, там, отношения российских властей, и просто блогеры стали максимально это все удалять, чтобы не подпасть под это действие. Остаются вопросы с тем, что если человек, который ведет там свою страницу, упоминает, нет у него задачи непосредственно назвать те действия, которые происходят, да, как военными действиями, но он просто вскользь об этом упоминает и как бы дальше там приходит к какому-то, не знаю, там, к романтическим размышлениям о чем-либо, да, либо там о своем прошлом и так далее. По-хорошему, если трактовать вообще все, что сейчас мы видим, то за любое упоминание, название вообще, в принципе, этих действий у себя на странице можно попасть под ответственность. Другое дело, что этого так много, да, сейчас контента, что вычислить всех и целенаправленно идти за конкретным человеком, ну, это вряд ли. Скорее, когда возникнет такая необходимость проверить, что, в принципе, да, ты выкладывал, что у тебя было на странице, то, ну, понятное дело, здесь может стать вопрос и сыграть недобрую роль как бы в жизни человека. Ну да, и, наверное, опасаться, конечно, стоит прежде всего публичным людям, у которых много подписчиков, безусловно, которые на виду и так далее, и думать, что они говорят, пишут, делают и так далее, находятся ли они за границей или не за границей. Вот вчера была информация по поводу Александра Невзорова, который как раз, вот, наверное, первым таким вот известным человеком по этой статье будет там, ну, там, я не знаю, что его там следственные действия какие-то проводятся, по-моему, его, я не знаю, задержали, не задержали, не видел, если честно. Может, он и не в России. Он за границей находится, скрывается в Израиле в данный момент и проводит там успешно концерты уже не первый раз. Ну, Александр Невзоров. Молодец. Так, еще какие-нибудь темы важные есть, о чем стоит, вот, что изменилось в работе юристов, какие-то, может быть, совершенно появились новые сферы, о которых стоит знать людям, потому что вот сейчас вы рассказали по поводу работы, да, Трофим спросил, и я так подумал, слушайте, а наверняка же есть еще что-то, что на сегодняшний день стало, ну, скажем, какой-то проблемной зоной, не знаю, слушай, может, какие-то санкции введенные или еще что-то. Да. Тоже каждый день вынуждены менять, делать обзор как бы очередной с появлением очередного указа, ограничений, которые появляются, да, либо послаблений, уже даже такие тенденции наблюдаются, потому что несколько дней штормило, например, по вопросам, связанным с Росреестром, потому что Росреестр имел неосторожность не совсем правильно трактовать указ президента, который касался продажи недвижимости на территории Российской Федерации. То есть речь шла о том, что накладывались ограничения на продажи, на совершение сделок по отчуждению недвижимости между резидентом и нерезидентом. Росреестр это трактовал немного иначе и приостанавливал все сделки, в которых в договоре купли-продажи, например, не было указано, что стороны заверяют, что не имеют второго гражданства недружественной страны. А получается, как бы, ну, люди, которые пусть и являются резидентами Российской Федерации, то есть, ну, равно гражданами Российской Федерации, потому что речь идет о валютных резидентах,
и имеют, допустим, второе гражданство, не знаю, Италии, Кипра, ВНЖ, да, тех государств, у них все сделки просто обламывались и попадали как бы под эти санкции, под ограничения, Росреестр ничего не регистрировал. Потом прошло время, в итоге Росреестр сказал, что ой, нет, все не так, главное наличие гражданства Российской Федерации. Поэтому сделки между гражданами Российской Федерации проводятся без ограничений. А потом уже появилось послабление о том, что любые сделки на территории Российской Федерации, даже с нерезидентами, которые имеют здесь недвижимость, могут совершаться без дополнительных разрешений и без ограничений. Поэтому все мы вернули как бы на круги своя, да, как бы то, что касается Российской Федерации. Понятно, что сейчас огромное количество ограничений, и я думаю, что все об этом слышали, связанные с зарубежными счетами, с валютой, да, как бы с переводом, с ограничением вывода валюты из Российской Федерации в другие страны. Тоже вставали очень сложные вопросы в первые дни по поводу, например, получения заработной платы от нерезидента российским гражданинам, который уже долгое время проживает за границей. Блок стоял первые дни даже на эти операции. Банки не разрешали их проводить, как бы это были незаконные валютные операции. Сейчас вышли разъяснения новые, которые сказали о том, что зарплату получать можно. Кроме того, зарубежных там валютных счетов можно спокойно оплачивать, ну, задекларированных, естественно, в Российской Федерации ранее, можно спокойно оплачивать товары, услуги, арендные платежи, то есть, ну, каких-либо ограничений нету, можете тратить и пользоваться. Вот. Вопросы в основном как бы идут ежедневные, можно или нет совершать эту операцию валютную, как лучше это делать, можно ли деньги там вкладывать в криптовалюту, и через каких брокеров это лучше делать, через какие площадки. Вот. Поэтому понятно, что характер запросов такой, люди сейчас переживают за свою недвижимость и за границей, у кого она есть, кому это актуально, за то, ну, естественно, да. Да, визы перестали выдавать. Ну, понятно, что это санкции, контрсанкции, да, мы со всех сторон прижимаемся. Ну, кстати, интересно. Смотрите, еще один вопрос от зрителей, еще один пришел от того же Никиты в продолжение, да, хорошо, он пишет, хорошо, что уволился из ФБ 3 года назад, ну да, в общем, уже теперь неплохо, но почему WhatsApp-то не прикрыли, пишет он нам, там же все и люди, и инфраструктура та же самая, в чем смысл? На самом деле это тоже удивительный феномен, потому что у нас была даже практика, она немножко касалась других вопросов, она касалась там трудовых отношений. Допустим, прокурорского сотрудника, я четко помню этот пример из практики, увольняли за то, что он нелицеприятно высказывался о прокуратуре в мессенджере WhatsApp в закрытой группе своих коллег, и при этом суд четко прописывал в решении, это устояло в нескольких инстанциях, о том, что WhatsApp является публичной площадкой, в которой как бы невозможно идентифицировать с точностью там, до 100% лиц, которые увидели этот материал, и что он будет дальше передан там, по другим каналам связи. И человека реально привлекали к ответственности за то, что он что-то высказал, как бы, ну, по законам там, этики, за то, что он что-то высказал в WhatsApp. А здесь, получается, как раз наоборот сказали, что WhatsApp является не публичной площадкой, поэтому не влечет, да, там, распространение информации неограниченному кругу лиц, там, создан только для общения между конкретными лицами, взаимодействия между ними, поэтому его не прикрыли. Вот такое противоречие Понятно. В судебной практике у нас. Ну, мне кажется, что логика в этом объяснении есть. Вот, и учитывая особенно распространенность этого мессенджера в России, просто создавало бы неудобство большому количеству людей. Логика определенно есть, но в чем нет логики для меня, это в том, что ты признаешь организацию экстремистской, а какой-то ее продукт, да, неважно какой, какая разница, да, хоть это, я не знаю, там, краску для забора в бане делали, она как бы почему-то получает исключение. По идее, это что же источник дохода для них, ну и так далее. То есть вот с этой точки зрения понятийной, это, конечно, не очень понятно. Интересно, если Мета, допустим, сделает WhatsApp платным, или там, ну, просто да, регистрацию в нем платной, то, по сути, мы все станем лишены пользованием. Мало кто помнит, но такие старые, те самые, как я, помнят, что WhatsApp покупался за 99 центов в самом начале. Я его еще покупал за деньги, да. Но, с другой стороны, конечно, это просто, наверное, неудобство, а с точки зрения функционала есть же альтернативный телеграм. Ну, безусловно, да, конечно. Мне кажется, уже у всех есть альтернативные способы общения. Рекомендую всем с WhatsApp переходить, кстати.
Вот. Да, есть спасибо хорошие большое. У нас мессенджеры. новости на радио «Спутник». Юль, спасибо большое. Спасибо. Еще раз прошу Ладно. прощения Спасибо. за то, что не сразу вспомнил ваше светлое имя. Потому что я думал, что... Спасибо. Юль, спасибо огромное.